Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить про то, что мужчины сейчас ищут настоящую женщину не в России, а в азиатских странах. И мужчины, когда знакомятся и общаются с азиатской женщиной, говорят, что по сравнению с русской это просто как небо и земля. Мужчины сразу понимают, что перед ними настоящая женщина, женственная, такая, какая она должна быть, без изменения ролей в отношениях. И там очень четкие установки в воспитании азиатских женщин, кто такой мужчина и кто такая женщина. Многие мужчины отмечают, что они бесхитростные, и мужчина чувствует себя, может проявить себя мужественно. Вот этот тестостерон работает, что нельзя сказать про русских женщин. Мужчины говорят, когда знакомятся с азиатской женщиной, что после избалованной, современной, мужчины поражены, насколько они воспитаны, насколько они скромны и милы, так как будто ты попадаешь в другой мир, за гранью реальности. Иногда с азиатской женщиной достаточно слова "you are beautiful". Такие женщины открыты к общению, и с ними просто знакомиться. Что нельзя сказать про наших русских женщинах? Именно с азиатской женщиной некоторые мужчины понимают наконец, кто такая идеальная жена. Почему мужчин тянет именно к ним сейчас и так отталкивает от русских? Мужчины переходят на вьетнамок, японок, девушек, женщин из Китая, Таиланд, Филиппины. Сегодня буду рассказывать. Так ли они хороши на самом деле, и стоит ли серьезно задуматься об отношениях с азиатской женщиной, что самим азиатским женщинам нравится в иностранцах, ну то есть и в русских мужчинах, конечно же, в том числе. Женственная миниатюрная фигура, шелковые волосы, раскосые глаза. Вот что может привлекать мужчину. Экзотика. С одной стороны это привлекает, а с другой стороны для некоторых непонятно, как это встречаться с тем, кто не похож на тебя. Вот есть такое понятие, что самые устойчивые расы — это белая раса и темная. Вот метисов меньше. Опасны вот эти межрасовые соединения, слияния, скажем так, да, с точки зрения генетики. Я бы так сказала, что когда ты хочешь и желаешь себе личного счастья, если тебе хорошо с этим человеком, то остальное может перетерпеть изменения. Азиатские женщины, не знаю, как в последнее время или это было, и всегда входят в топ привлекательных женщин в мире. Ну, немало, наверное, уже услышано. Тот, кто интересовался этой темой, это уникальность воспитания, это не потеря традиций, которая сейчас у нас произошла. Тоже очень важное азиатское качество, скажем так, это то, что они ориентированы на семью. Именно культура и делает азиатских женщин одними из лучших женами сейчас. А проблема в том, что с русскими женщинами, вот скажем так, этот патриархат, который четок еще в Асии, он очень угнетается у нас. Как некоторые мужчины говорят, чтобы понять всю глубину и культуру, если сравнивать Восток и Запад, это достаточно пообщаться пару часов и посмотреть на поведение женщины. Многие азиатские женщины воспитаны так, что для них имеют значение какие-то очень важные вещи в жизни, не касаемо того, что продвигают в рекламе, в телевизоре, в соцсетях. Вот читала историю мужчины, который в отношениях с азиатской женщиной. Они пришли знакомиться с ее подругами, и она его представила с такой гордостью. И вообще мужчина чувствовал себя с ней королем. Вот история 34-летнего мужчины, который работает в страховой компании. Она не перечила, она встречала его всегда с улыбкой, она рада была ему
Рада была его видеть. Что нельзя сказать про русских женщин сейчас? Угрюмое лицо и недовольное достаточно часто встречается. Мужчинам, конечно, это не нравится. Для себя ничего не просила. Она сама работает и сама зарабатывает и отдает мужу деньги на распоряжение со словами «это поможет нашему совместному бюджету». Ну не прелесть, а? Так, что означает для филиппинок брак или отношения с иностранцем? Это стабильность, потому что там тоже существуют свои законы. И отмечают азиатские женщины, что она не чувствовала ни от кого такой заботы, как почувствовала от русского мужчины. Для азиатской женщины возраст мужчины не будет преградой, как это может случиться у нас или в других странах. В Азии вообще к возрасту очень хорошо относятся. Это значит мудрость, это значит опыт, это значит знание. Поэтому мужчина здесь может не переживать. Для 45-летнего мужчины вполне нормально взять, скажем так, ну, быть в отношениях с девушкой, которой 20 лет. Вот история. Поженились молодому человеку или мужчине, я так все-таки его отношу пока еще к молодым, 34 года, а филиппинке 26. Скачал приложение такое какое-то, которое у них там работает, ну, по знакомствам. Они пришли в кафе и там познакомились. Все было достаточно открыто и легко. Одно из важных достоинств филиппинских женщин — это то, что они не пилят мозг мужчине. Близость, она не как у русских женщин выдается по грамму или за какой-то приз, который нужно вручить. Женщина задумывается о том, чтобы мужчине было хорошо. Семья для такой женщины важнее амбиций. Звезд с неба не хватают такие девушки, потому что воспитаны скромно. И поэтому требований к мужчинам практически нет. Уровень дохода не играет там особо такой роли. Но если мы берем, например, китайскую женщину, там, конечно, будет все немножко по-другому. Китайские женщины, они непростые, вот мужчины отзываются в отношениях, они довольно требовательные. И в Японии, кстати, девушки тоже, мужчинам нужно привыкнуть, что им нужно будет платить, там нет понятия раздельного счета, мужчинам нужно будет попривыкнуть, что все-таки платить будут они там тоже. Мужчин большое удивление, когда они дарят подарок, и азиатские женщины смущаются. Вот филиппинки, например. Вот мужчина говорил, я подарил какой-то дешевый телефон ей, она расплакалась. Ну, как же это мило было, и мужчина был шокирован. Нашей русской женщине такое подари, она тебе это кинет в лицо и скажет, ты что мне вообще такую дешевку подарил, себе оставь. Это вот ты должен, купи айфон, купи это. Там такого нет. В таких отношениях, где женщина женственная, мужчина отдается с энтузиазмом, потому что вот это вот искомое чувство, когда мужчина наконец может себя чувствовать и проявлять мужественно по отношению к женщине. Потому что с русской женщиной это могло спать тихим часом, а с очень женственной мужчины отмечают, что азиатские женщины, они ухаживают за собой, что они занимаются спортом, следят за собой и сексуальны, поэтому у мужчин волей-неволей просыпается вот эта мужественность, которую хочется проявлять, и это очень ценно для мужчин. Еще одна история. 30-летний фитнес-инструктор познакомился с тайкой на Пангане. Он встречался и с казашкой, и филиппинкой. В общем, был опыт. Не маленький, с азиатскими женщинами. Она была мила и покорна. Ее нежный взгляд пронизывал сердце мужское.
О чем еще можно мечтать русскому мужчине? Вот за такие ощущения, как мужчины говорят, и едут в Азию мужчины. Большое внимание уделяется целомудрию, и не меняются мужчины со скоростью света. Наоборот, верность к мужчине очень важна. Есть такое мнение, что азиатские женщины генетически предрасположены медленно стареть. В отношениях они готовы приспособиться и сглаживать острые углы. Сами ухаживать за мужчиной. Вот мне кто-то писал, что чуть ли там не маникюр делает мужчине. Ну, я шучу, да, но то есть мужчина приходит с работы, он расслаблен, она там и массажик ему может сделать, в общем, заботится. Они дарят подарки. Для многих тоже мужчин это большое-большое открытие, потому что у нас не принято, и это как бы считается, что если мужчина просит подарок, то это ну, что-то такое не мужское. А там это в порядке вещей, и очень приятно это делать. История мужчины, который познакомился с вьетнамкой. Знакомиться из Китая, из Японии или с вьетнамкой как раз. Они либо сами знакомятся, потому что им интересно практиковать английский. Вот и мужчина так сидел в кафе, и к нему подсела вьетнамка. Они стали очень непринужденно общаться. Она сразу заявила, что ей интересно попрактиковать язык. Ну и так очень легко завязались отношения. Этот мужчина, он отметил, что не надо быть с ними мастером соблазнения. Они сами легко идут на контакт. Догадываться, симпатичен ты ей или нет, не очень открыто проявляет свои эмоции. Чувствует свою нужность. Очень важно. Девушка ведет себя как девушка. Вот это вот нонсенс современного времени, вроде бы это так просто. А как это сейчас на вес золота? Женщины-японки, с ними легко познакомиться, потому что часто можно встретить японскую женщину и иностранца. А вот наоборот, когда японский мужчина с иностранкой, и не так часто. Вот история мужчины, который приехал в Японию, работал, преподавал английский и очень просто познакомился с японской женщиной, которая впоследствии стала его женой. Я тоже читала мужчину в отношениях с японкой, когда они были в кинотеатре. Она 2 часа сама сидела и держала огромное ведро попкорна. Вот такая забота о мужчине. Важный очень момент. Вот вроде бы он такой простой, а как мужчины ценят, когда о них заботятся. Понятно из видео, что в этом споре победила не славянская женщина, а очень бы хотелось. Надеюсь, что наши времена изменятся, и взгляды женщин тоже с этим совсем поменяются. Пока Азия здесь неким примером выступает, какие взаимоотношения должны быть между мужчиной и женщиной. Всем спасибо большое за просмотр. Увидимся уже на следующей неделе. До новых встреч. Пока.